Отличный дом. Лифт не работает, номеров у этажей нет. Ты их считаешь? Я уже сбился. Это уже 10-й или все еще 2-й? О, вы пришли. Можете немножко отдохнуть. Не хочу я отдыхать. Пусть заберут эту проклятую люстру или повесят меня вместо нее. Не хочу я ее держать. Где у них звонок? Вот у них звонок. Стась сказала, нужно стучать. Или звонить по телефону. Почему это называется новосельем? Когда дом старый, и здесь почти ничего не работает. Кроме этой двери, надеюсь. Где ты видел, что в России все идеально работало? Где-нибудь что-нибудь обязательно чинится. А потом перечинивается. Почему нельзя пригласить людей позже, когда все будет готово? Вы со Стасей не виделись 2 года. Есть такое слово «соскучиться». Слышал? Слышала? Постой. Как зовут ее нового мужа? Он представлялся, но я уже забыл. Это не новый муж, а единственный. С предыдущим Станиславом они просто жили вместе. А Кирилла мы с тобой встретили в Одессе. Ты еще тогда сказал, что отца твоего тоже звали Кирилл, что у него наколка была тоже на плече. Наколку помню, Кирилл не помню. Ладно, я уже почти отдышался. Стучись. Ладно. Я тебе говорила, не надо было приходить раньше. А ты меня торопил. Потому что если не торопить, мы придем на следующий день и в другое место. Это было всего лишь 1 раз в моей жизни. Ты мне будешь до гроба этот случай вспоминать? Если ты не постучишь, то в гробу окажусь я. Помимо того, что эта люстра очень тяжелая, она еще и очень неудобная. Если не ходить по потолку, этого никто не заметит. Я не могу стучать, пока они ругаются. Думаешь, они нас не услышат? Мы же их слышим. Но это неприлично. У людей плохое настроение, мы пришли на 15 минут раньше. Я не могу держать эту люстру еще 15 минут. Зачем вообще надо было покупать этот антиквариат, который даже поставить никуда нельзя? Я предлагала не доставать его из коробки. Нет, это я предлагал не доставать его из коробки. А ты сказал, что коробка не влезет в лифт, потому что лифт у них очень узкий, а еще он очень не работает. Мне кажется, или там началась драка. Если ты постучишь, и я не открою дверь, мы узнаем это наверняка. И совершишь 2 благородных поступка. Может, они кино смотрят? Нет. Это голос Стаси. Она что-то бросила? В Кирилла? Попала? Промазала. Но пока вроде не дерутся. Если твоей Стасе нравится бросаться вещами, то мы точно вовремя. Так, или ты стучишь, или я ставлю эту люстру на пол, и мне потом наплевать, как она будет выглядеть на потолке. Тихо. Кирилл просит прощения. Да, они сейчас помирятся. Наконец-то они вспомнили, что пригласили нас к 7 вечера. И решили принести эту драку на следующий день. Я держала эту люстру, пока ее упаковывали. Она не такая уж и тяжелая. Если ты боишься надорваться, давай я ее подержу сама. Ты держала ее без плафонов и лампочек, а когда их принесли, вышла звонить. Я вышла переставлять машину, которую ты припарковала, опять перекрыв людям выезд. Сейчас самое время напомнить мне о том, как правильно парковать машину. Они уже помирились? Мы можем войти? О, мне уже не хочется никакого застолья. Хочется принять душ и смыть с себя 40 потов. Потому что если у них не будет воды, я разобью не только эту люстру. Кажется, Стася плачет. Или Кирилл.
Но кто-то там точно плачет. Это я плачу невидимыми слезами. Можно я повешу эту дрянь вон на тот крюк, и мы уйдем отсюда? Радиотеатр мы уже послушали. Можем сходить в кино. Ну, сначала душ или в фонтан. Мне уже все равно. Стася говорит про развод. Она не хочет с ним больше жить. Вот поэтому я тоже не хочу переезжать в другое место. Половина браков распадается после ремонта. Нет такой статистики. Ты просто боишься перемен. За вывеской перемены скрываются те же буквы, только в другом порядке. Но если мы войдем, мы, может, сможем их помирить. Пожалуйста. Вот только не надо изображать сейчас из себя миротворца. Вот ты, по крайней мере, не с таким лицом. С каким лицом? Вот с таким. Мне, кстати, Кирилл никогда не нравился. Ну вот, откровение. Я всегда была уверена, что они расстанутся. Потому что они слишком разные. Стася любит путешествовать, а Кирилл, как ты, тормозит. Может, он паркуется лучше меня. Да может быть. Или может держать эту люстру 2 суток подряд. Наверняка у него есть другие достоинства, о которых мы не знаем. Кирилл, кстати, был влюблен в меня. Пытался ухаживать. Давно было. Не смотри на меня так. Ты наступила мне на ногу. Прости. За то, что не рассказала этого раньше? Да нечего было рассказывать. Я и Стасе ничего об этом не рассказала. Хотя, наверное, должна была. Он продолжал мне писать, даже когда они уже начали встречаться. Ну, писать, в смысле... Я понял. Можешь не уточнять. Почему тебя никогда не интересует, кому я нравлюсь? Совсем не боишься меня потерять? Слушай, может позвонить Стасе и соврать, что мы в пробке. Если она скажет, что, может, не приезжайте или не возьмет трубку, ну, уйдем. Не хочется быть лишним. А я ей писала, что мы подъезжаем. А она выслала код от домофона. А ты не ответил на мой вопрос. Почему я тебя не ревную? Вообще никогда не ревнуешь. Думаешь, Стася узнала, что Кирилл изменял? С чего ты взял, что он ей изменял? Это вообще не важно. Серьезно. Почему ты никогда не хочешь поговорить на эту тему? Все время увиливаешь. Мне нравится, что ты нравишься кому-то еще. Но мне неинтересно обсуждать это. Мы договорились. Если тебе кто-то начнет нравиться, я буду первым, кому ты это скажешь. И мы с тобой спокойно расстанемся. Ты считаешь, что после этого можно спокойно расстаться? Бить посуду, как они, точно не стоит. Хотя я не знаю, может, они там еще не поклеили обои. И какой ты себе представляешь жизнь, если мы вот так спокойно расстанемся? Темный. И в этой темноте ты собираешься найти кого-то лучше меня? Хуже. Растолстею немного. Потому что больше никто не заставит меня таскать эти люстры. Прости меня, пожалуйста. Замотала тебя с этой люстрой, да? Ну, наверное, надо было купить обычную люстру, как ты и предлагал. Да. Ну, хочешь, выбросим ее в помойку? Ну уж нет. Мы день ее выбирали. Час спорили в магазине, обсуждая цвет, крепили плафоны, вылечили продавца, который порезался о лампочку. И если ты сейчас отважишься и скажешь, что хочешь ребенка, теперь мы точно знаем, что я могу поднять его аж на 10-й этаж. Что? Что
Что ты смотришь? Я хотела объявить об этом при всех. Чтобы момент запомнился. Стася обещала снять твою реакцию на видео. Ты шутишь? Нет. У нас будет ребенок. Пол пока неизвестен. Нужно будет еще раз сходить.